вопрос, что я ем утром, в обед, после тренировки, вечером, в чем я себя ограничиваю и так далее. Сегодня я решила рассказать и показать вам, что я ем в течение своего дня. Посмотрим? Итак, мой завтрак начинается в 9-10 часов утра. Я очень люблю овсяную кашу и думаю, она мне никогда не надоест. Готовлю я всегда на двоих, так что в кастрюльку я наливаю 1 чашку молока. Не обязательно, чтобы молоко было обезжиренным. Утром можно. Овсянки я ложу всегда на глаз, 5-6 столовых ложек. Добавляю вскипевшее молоко и немного изюма. Можете добавить любые фрукты на ваш вкус. Также обязательно добавляю 1 чайную ложку клетчатки. Всегда покупаю разную, главное, чтобы там было побольше белка. Все хорошенечко перемешиваю, и мой супер полезный завтрак готов. Дальше в 12 часов дня или в час у меня обычно тренировка, которая длится полчаса. Во время тренировки я обязательно выпиваю стакан воды. Сразу же после тренировки в первые 20-30 минут я обязана съесть любой фрукт. Это поможет быстро восстановиться моим мышцам после тренировки и подпитает их для хорошего роста. В 3 часа дня у меня обычно обед. Сейчас я могу съесть белки в виде куриной грудки, сложные углеводы, это гречка, и морковь, вареная морковь, в которой очень-очень мало углеводов, всего лишь 5 грамм на 100 грамм. Для начала я очищу куриные грудки от лишнего жирка. Опять же, я готовлю на двоих, так что не удивляйтесь, что так много. Совсем немножко для вкуса я посолю грудки и добавлю красный перец. Постепенно, но я отказываюсь от соли, так как именно соль задерживает воду, из-за которой нам сложнее худеть. Обжаривать грудки я буду в кляре, для этого я мелко порежу укроп. В эту же тарелку вобью яйцо и хорошенько перемешаю до однородной массы. На разогретую сковородку, которую я совсем немножко смазала оливковым маслом, я вылаживаю грудки в кляре. Накрываю крышкой и даю постоять им 5 минут. Затем переворачиваю и оставляю на 10 минут, сделав маленький огонь. Рядышком у меня почти готова моя гречка и морковка с яйцами, которые будут нужны мне для ужина. Ну что ж, у меня все готово. На мою любимую тарелочку я насыпаю гречку. Рядом ложится грудка, вареная морковь. И для красоты, ну и вообще я очень люблю зелень, я ложу немного петрушечки. Вуаля, самый вкусный обед готов. Курочка просто объедение, советую попробовать всем. И около 6 вечера у меня ужин. В основном это белок в виде хека, яичного белка и немножечко овощей. Рыбку я очень люблю, покупаю в супермаркете в замороженном виде. Свежую боюсь брать, так как все-таки это рыба и неизвестно у кого брать тоже опасно. Итак, я хорошенько очищаю ее от плавников и так далее. Немножечко посолю и положу на фольгу. Внутрь рыбки я положу немного свежих овощей, чтобы они не выпадали, закреплю зубочистками.
Аккуратненько запаковываем рыбку и отправляем в духовку, разогретую на 200 градусов на 20-30 минут. А яйца, которые я сварила еще в обед, очищаем и вынимаем желток, так как желток — это животный жир, который на ужин нам не нужен. А вот сам белок — это, конечно же, чистый белок, то, что нам как раз и нужно. Ну что ж, давайте посмотрим, как там наша рыбка. Это невероятный запах. Советую попробовать всем обязательно этот рецепт. Добавляем белочки и можно есть. Часиков 8 у меня обычно поздний ужин. Да, я ем после 6, и это правильно, но я ем творог домашний. Я не люблю магазины, у него совсем другой вкус. Добавляю немного изюма и совсем чуть-чуть лимонного сока. Мне так больше нравится. Это отличный перекус, который уж точно не повредит нашей фигуре и пойдет только на пользу. И за 2-3 часа до сна я выпиваю стакан кефира, добавляю в него 1 чайную ложечку клетчатки. Вот, в принципе, мое примерное меню правильного питания на один день. Как видите, я не голодаю, я не пью одну воду, я ем практически все и потребляю столько витаминов, энергии, полезных веществ, столько, сколько мне нужно, чтобы хорошо заниматься, чтобы росла моя мышечная масса, чтобы я чувствовала себя здоровым человеком. Как видите, я не ем майонезы, кетчупы, чипсы, всякую такую ерунду, которая мне как бы не нужна. Вот, в принципе, и моя основа, мое правильное питание, которое может соблюдать абсолютно любой человек. И неправда то, что правильное питание, оно очень дорогое. Как-то недавно я пошла с парнем и затарилась, наверное, на целый месяц такого правильного питания. Купили там, допустим, килограмм 2 или 3 куриных грудок, рыбы, в общем. И мы посчитали. Действительно, это намного дешевле, чем мы пошли бы купили себе куча палок колбасы, майонезов, балык какой-то там копченый, что-нибудь еще. Это намного-намного дешевле и выгоднее и полезнее для вашего здоровья. Так что попробуйте даже для интереса, если вы сейчас неправильно питаетесь, пересильте себя, попробуйте, сходите в магазин и купите, например, себе еды на неделю. И вы по своему организму, по своему кошельку поймете, что это выгоднее для вас в миллиарды раз, чем вы питались бы всякой ерундой. Честное слово. Попробуйте, сами поймете. А я с вами прощаюсь до следующих выпусков. Всем удачи, пока!